Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том, как вы можете с помощью лука провести очистку своего дома. Достаточно простые практики, которые вам помогут в этом, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Очень часто нас что-то с вами окружает. Мы пользуемся этим и не знаем, какая же сила заключается в этом продукте или вещичке, или в каком-либо предмете. Но мы все с вами добавляем при приготовлении блюд, как правило, лук. Но в то же время мы не задумываемся, насколько сильными свойствами обладает именно лук. Что он может нам помочь, так и при неправильном к нему отношении, к сожалению, нам навредить. Он не должен валяться где попало. У него должно быть и свое место в вашей квартире или в доме. И все-таки к нему нужно относиться с особым уважением, чтобы, когда обратиться за помощью, он действительно помог вам, так как энергетически лук очень силен и имеет способность впитывать те энергии, которые его будут окружать. С помощью лука обязательно хотя бы раз в год нужно проводить чистку жилья, для того, чтобы привлечь в свой дом потоки светлых созидательных энергий, которые помогут привлечь счастье, удачу, благополучие и деньги в ваш дом. Первым делом очень важно, чтобы вы вымыли все полы в своем доме и обязательно подоконники. И вообще любую практику по очищению всегда начинайте с того, что нужно сделать генеральную уборку. Без этого бессмысленно проводить какие-либо практики. Итак, для проведения чистки вам нужно подготовить лук, емкость с проточной водой, соль, свечу любого цвета и нитки. Нитки красного, зеленого и желтого цветов. После вам нужно взять столько луковиц, но берите, знаете, небольшого размера. Берите столько луковиц, сколько у вас помещений в доме. Затем набирайте в емкость воды, чтобы поместились все ваши луковицы, и насыпьте 7 столовых ложек соли. Перемешайте эту воду с луком, и это нужно будет перемешать 7 раз. При этом проговаривайте следующие магические слова. Лук очищаю, его силу открываю. Луковица сильна и положительной энергией пропитана. Мое жилище очистит, весь негатив из него соберет и потоки положительных энергий призовет. Когда скажете эти магические слова, лук нужно перевернуть хвостиками вверх, чтобы все луковицы так находились, и поставить на подоконник. Так он должен пробыть в сутки. На следующий день нужно взять свечу любого цвета и сделайте 7 кругов вокруг вашей емкости с луком. При этом вам нужно не отвлекаться и быть предельно внимательными и сосредоточенными. Делая это, проговаривайте следующие магические слова. Лук в круг заключаю, сильной энергией огня заряжаю, его себе в помощь призываю, весь негатив соберет и из жилья его уберет. Только положительная энергия останется и по жилью моему распространится. Далее капните по капельке воска на каждую из луковиц в воде. Затем возьмите нож и с 2 сторон проведите ним через огонь свечи. После этого разрежьте каждую из луковиц пополам и положите в углы во все помещения и комнаты в вашем доме или квартире. Разложить нужно так, чтобы 2 половинки были одна напротив другой. Так они должны будут пролежать до полуночи следующего дня. Когда придет время, возьмите их, одной половинкой проведите по подоконнику, а второй по всем углам. В помещениях, где нет подоконника, одной половинкой ничего не протирайте, а второй также пройдите по всем углам. После этого возьмите 2 половинки и сначала обмотайте их красной ниткой поперек луковицы 7 раз.
Красная нитка ассоциируется с действием и энергией, мощью, победой. И обматывая ниткой, обязательно говорите следующие слова. Красная нитка от негатива оградит мой дом, только положительная энергия будет в нем. После вдоль обмотайте эту же луковицу желтой ниткой также 7 раз. Желтый цвет ассоциируется с исцеляющей силой, с чистотой, теплом. Он близок по характеристикам к золоту и несет в себе вибрации солнца. Обматывая, обязательно говорите следующие слова. Желтая нитка сильную энергию имеет и деньги притянуть сумеет. И 7 кругов ниткой зеленого цвета. Зеленый цвет ассоциируется с природой и несет в себе гармонию, спокойствие, безопасность, надежность и процветание. Накручивая нитку, проговаривайте следующие магические слова. Зеленую нитку накручу, счастье и удачу в дом притяну. У вас должен получиться клубок, и такой клубок нужно будет сделать из каждой луковицы и в каждом помещении положить его. Далее положите все это возле порога еще на сутки, проговаривая следующие магические слова. Клубок из энергии вокруг луковицы завила, весь негатив внутри нее закрыла. Там он навсегда останется, из нее не появится. Утром уже, когда только начнет вставать солнышко, нужно взять ваши луковицы и отнести подальше от дома и выбросить через левое плечо, проговаривая следующие магические слова. Лук с негативом выбрасываю, дорогу назад не показываю. Весь негатив из дома убрала и в светлых энергиях его заперла. Проделав это, идите домой и не оборачивайтесь. Далее, после того, как вы вернетесь, на каждом из подоконников разместите пол-литровую банку с водой и в нее поставьте луковицу. Если луковица очень быстро прорастет, это будет означать, что в вашем жилье много положительной, созидательной энергии, и вы правильно за ним следите. А вот если она будет стоять долго и на ней в скором будущем не появятся росточки, это сигнал того, что ваш дом наполнен негативной энергией, и чистку обязательно нужно будет повторить буквально в следующем месяце. Также, если вы увидите, что эти росточки больные, искореженные, то есть нездоровые, также это говорит о том, что вам нужно повторить эту же практику в следующем месяце. Если вы сделаете все правильно, вы только будете притягивать в свою жизнь только положительные энергии и очищать свой дом, свою квартиру от любого негатива. Каждый проделанный вами ритуал должен только укреплять энергии вокруг вас и в вашем жилье. А как вы уже знаете, светлое притягивает светлое, а темное притягивает темное. Поэтому какую энергию привлечете, зависит только от вас. Поэтому, пожалуйста, проведите эту сильнейшую практику, постарайтесь в самое ближайшее время. Мы, как видите, не говорим о том, что нужно ее проделывать каждый месяц, но если вы ее хотя бы будете делать раз в год, это вам уже даст определенные энергии. Опять же, если вы увидели, что у вас после проведения практики остался негатив, повторите. То есть вы должны прийти к тому, что у вас в вашем доме должны быть только созидательные, только добрые энергии. Потому что это все очень сильно влияет на вас, на ваше настроение, на ваше здоровье, на денежные потоки в вашем доме. Также обращаем ваше особое внимание, что в вашем доме не должны находиться люди, которые желают вам зла, которые являются сплетниками, недоброжелателями по отношению к вам. И вообще старайтесь в своем доме поменьше обсуждать и говорить о тех людях, которые, возможно, вам желают зла. Потому что таким образом, когда вы говорите, вы тем самым притягиваете определенные вибрации и энергии в свой дом. Кроме того, как правило, мы любим обсуждать эти все новости, где? На кухне, за столом, за чашечкой чая. Вы представляете, сколько отрицательных, негативных энергий вы приглашаете в свой дом. Поэтому, если вы хотите обсудить какие-либо моменты, рабочие моменты, личные отношения в сфере денег и так далее,
Не спешите приглашать к себе домой. Для этого есть кафе, рестораны всякие, всевозможные заведения, где вы можете за чашкой вкусного чая или кофе обсудить многие рабочие моменты. Кроме того, вы там оставите этот негатив. Постарайтесь и перестаньте нести вот негатив, разрушение, злость, ненависть от других людей в ваш дом. Кроме того, еще есть такие вот девушки, женщины, которые, знаете, являются как рубашкой после зам. То есть к ним все приходят, все плачут, все рассказывают какие-то проблемы, беды и так далее. И этот человек только, знаете, успевает проводить практики по очищению вот от того всего негатива, который появляется в доме. Перестаньте приводить в свой дом и в свою квартиру таких людей. Не разрушайте вот эту созидательную энергетику, не разрушайте отношения между людьми в вашей семье. Не разрушайте денежную энергию, пожалуйста, потому что многие к нам обращаются, многие пишут, мы обсуждаем, мы говорим, но все равно, как говорится, воз и нынче там. Научитесь жить все-таки по-другому. Ваш мир, ваша вселенная, ваша семья – это превыше всего. Все остальные находятся за пределами. Помните об этом. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Кроме того, друзья, у нас есть телеграм-канал, ссылка в описании к видео. Также обязательно заходите, подписывайтесь. Там очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Также обязательно делитесь всей информацией с теми людьми, которых вы любите, которых вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной информации. Пусть они сделают определенные выводы для себя. Это очень-очень важно. Друзья, мы всех любим, целуем, обнимаем и услышимся уже в следующем видео.